Незабываемо вкусные, очень быстрые домашние нарезные пирожные Сникерс. Готовятся эти пирожные из самых простых и доступных ингредиентов. Итак, сначала приготовим бисквит. Бисквит буду готовить большой, размером с противень. 765 грамм муки, 135 грамм какао-порошка, 9 грамм пищевой соды и 15 грамм разрыхлителя. Все сухие ингредиенты я просто перемешиваю и отставляю пока что в сторону. 9 яиц среднего размера. Добавляю туда 24 грамма 3 пакетика ванильного сахара, 2 щепотки соли, небольших таких. Разбиваю сейчас яичную массу просто до состояния пены. И добавляю туда сейчас 675 грамм сахара. Добавляю в несколько приемов. Взбивать буду примерно 3-4 минуты. Вливаю туда сейчас 675 мл кефира комнатной температуры, 345 грамм растительного масла без запаха. Я добавляю рапсовое, оно не дает привкус такой домашней выпечки. Просеиваю туда всю сухую смесь. Духовка у меня уже разогрета на 160 градусов Цельсия. Текстура этого бисквита просто волшебная. И добавляю сейчас туда 450 мл крутого кипятка. Противень у меня стандартный, 42 на 32 сантиметра. Тесто жидкое, поэтому противень берите сразу с дном, чтобы оно у вас не выливалось. Если у вас противень низкий, то лучше тогда использовать все-таки раздвижную форму. Бисквит у меня выпекался 40 минут при температуре 160 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции. Во время выпечки духовку я не открывала. Работать крайне неудобно с таким большим коржом и очень большая вероятность того, что во время работы он может просто сломаться. Хочу, чтобы у меня были идеально ровные два коржа, а шапочку я потом буду использовать для кейк-попсов. Это очень удобно. Я взбиваю здесь 500 грамм размягченного сливочного масла. Взбиваю примерно 3-4 минуты до побеления и пышности. Добавляю туда сейчас 2 банки вареной сгущенки, то есть карамелизированного сгущенного молока. У меня здесь банки по 397 грамм, можете обычные банки брать по 380 грамм. Добавляю по одной банке. В итоге этот крем должен быть глянцевым, рельефным. Он будет очень хорошо держать форму. И на второй корж также еще 300 грамм крема наношу. Все это разравниваю. Я сейчас посыпаю весь этот слой крема обжаренным арахисом подсоленым. Арахиса я здесь использовала 2 банки, то есть 400 грамм арахиса. Потом немного крема остается, вот именно чтобы вровень все покрыть орехи. Так, с доски я выкладываю коржи. Вы видите, насколько эластичные коржи, насколько они такие нежные. То есть для украшения порции крема у меня была 150 грамм масла и 240 грамм вареной сгущенки. Вкус бомбический у этих пирожных. Нравится всегда как взрослым, так и детям. Пирожные просто роскошные. Во вкусе получается. Очень советую, настоятельно рекомендую это готовить. И до встречи в новых видео.